Недалеко от Бреста, на окраине деревни Большая Раковица, уже более века находится небольшая усыпальница. Когда-то это место было центром шляхетского имения, но сегодня от него почти ничего не осталось. Тем не менее, это место хранит богатую историю, следы которой сохранились до наших дней. Деревня Большая Раковица впервые упоминается в XVI веке. За 500 лет ее существования ею владели разные шляхетские семьи. Наиболее отличилась семья Шуйских, которая на кладбище неподалеку построила деревянный униатский храм. В 1740 году дочка князя Шуйского выходит замуж за стольника Великого княжества Литовского Петра Толочка, и эта деревня переходит в наследство к роду Толочка. 2 столетия она находилась во владении этого шляхетского дома. Последним хозяином имения был Теодор Толочка. Он вел активную общественную деятельность, возглавлял Брестский пограничный союз дворян, был президентом сельскохозяйственного товарищества, принимал участие в Варшавском восстании под псевдонимом Полишук. Именно по его инициативе в начале 20 века здесь была возведена каплица-усыпальница. Еще в начале 21 века здесь находились большие кованые ворота, но, к сожалению, до нашего времени они не сохранились. Есть фотография, на которой они были запечатлены. От прежних ворот сегодня уцелели лишь петли, на которые они когда-то вешались. Территория святыни окружена забором. Он, по всей видимости, был установлен через несколько лет после строительства каплицы. Интересно, что единообразия в его оформлении нет. В одних местах забор выполнен из металла, в других из бетона. Однако большую часть периметра занимает ограждение из бутового камня. У одного из столбов у входа отсутствует пирамидальный колпак. Безусловно, архитектурной доминантой всего комплекса является величественная каплица. Она построена в популярном для своего времени стиле неоготики. Можно заметить, что главный вход украшают такие вот красивые башенки. Для зданий, построенных в стиле неоготики, они были характерны и называются пинаклями. Они несли эстетическую функцию. Главный вход оформлен стрельчатым порталом. Арка образована 2 дугами, сходящимся под острым углом в верхней точке. Такая форма пришла из средневековой готической архитектуры. Она символизирует устремленность к небесам, к Богу. Над главным входом возвышается небольшая башня-звонница, которая играет роль архитектурной доминанты всей постройки. Арочный проем звонницы предназначался для размещения колокола, который мог использоваться во время богослужений и поминальных церемоний. Даже в частично разрушенном состоянии звонница остается главным акцентом здания. Чтобы ее сохранить и предотвратить обрушение, конструкцию укрепили металлическими пластинами, закрепив их с обеих сторон. К сожалению, в истории существования этого архитектурного памятника была и трагическая страница. 1960-е годы – это самый разгар воинствующего атеизма. Сносятся и закрываются храмы, костелы, церкви, и Брестщина не стала исключением. В эти годы попытались уничтожить усыпальницу, но основатель построил ее настолько хорошо, что смогли снести только верхнюю часть, и то по чистой случайности обошлось без жертв. Трос, закрепленный на металлическом штыре, не выдержал нагрузки и оборвался. Он едва не убил водителя трактора, к которому был прикреплен другим концом. К сожалению, сегодня мы видим каплицу уже без ее высокого шпиля, важного элемента, который некогда завершал композицию здания. Усыпальница перекрыта простой двухскатной кровлей. Конструкция широко использовалась в культовой архитектуре, благодаря своей надежности и способности эффективно отводить дождевую и талую воду. Оконные проемы имеют вытянутую вертикальную форму и завершаются стрельчатой аркой. Подобные окна называются ланцетными, поскольку их очертания напоминают наконечник копья или ланцет. Их узкая форма делает здание визуально более высоким. Кроме того, такие окна пропускают достаточное количество света, не ослабляя прочность стен. К сожалению, свой след здесь оставили и современные доморощенные художники. Хотя нанесенные ими надписи и рисунки впоследствии были закрашены, следы вандализма по-прежнему заметны и портят исторический облик сооружения.
Оконные проемы расположены в глубоких нишах, образованных значительной толщиной стен. Они, в свою очередь, выполнены из кирпича. Это обеспечивало прочность сооружения, устойчивость к нагрузкам и долговечность конструкции. По углам каплицы можно увидеть массивные контрфорсы, архитектурные элементы, предназначенные для укрепления стен и придания сооружению большей прочности. Несмотря на скромный масштаб, сооружение производит впечатление значительного и торжественного объекта. Такой эффект достигается за счет вертикальных пропорций. Именно поэтому каплица выглядит значительно более величественной, чем позволяет ее реальный размер. Все время своего существования каплица являлась усыпальницей семьи Толочка. Нельзя не упомянуть Станислава Толочка, который также покоится на этой земле. Он был выдающимся ученым, внесшим значительный вклад в развитие химической науки. Всю свою жизнь посвятил научной и преподавательской деятельности. Он возглавлял химический институт при Львовском университете, был автором многочисленных научных работ и учебников по органической химии, по которым на протяжении многих лет обучались студенты. Первоначально Станислав Толочка был похоронен в самой каплице, однако после ее осквернения в 1960-е годы его останки были перезахоронены рядом со святыней. Когда-то давно здесь было высажено большое количество деревьев, и сегодня под ними можно укрыться от 30-градусной жары. На этой территории когда-то существовала еще и усадьба, но до нашего времени, в отличие от каплицы, она не дошла. Но сохранилась такая вот аллея, которая вела прямиком к этому имению. Такие вот могучие тополя были высажены Станиславом Толочка в 1928 году во время его визита в родовое поместье. К сожалению, некоторые деревья уже погибли, но несмотря на это, аллея по-прежнему сохраняет свое очарование и напоминает о некогда существовавшей здесь усадьбе. До наших дней даже сохранились очертания старой подъездной дороги, которая когда-то вела прямо к имению. Отсюда открываются живописные виды на окружающую природу.